Друзья, всем привет! Вот эту вот орхидею мы вместе с вами 1,5 месяца назад буквально отсоединили от цветоноса. Да, это деточка, которая висела, наверное, больше года на цветоносе у своей мамаши. Это бабочка Монтерей, орхидейка. И эту орхидею мы 1,5 месяца назад отсоединили с маленьким вот таким вот сантиметровым, даже не сантиметровым, а вообще там пимпочка такая была. И через 3 дня после того, как мы ее отсоединили, обработали ее средством, которое у некоторых радикально настроенных архаманов в одной из радикально настроенных группы против нашего канала и методов, которые тоже многие блогеры, архаманы используют выращивание орхидей, применяя всевозможные различные стимуляторы, тоники, средства, компоненты, вот как мы, разные посадки, разные поливы. Вот там в группе у них четко только сажать в кору и без всяких каких-либо стимуляторов и средств, и удобрений и так далее и тому подобное. И вот одна из участниц этой группы нередко мне в комментариях писала: почему у тебя нету видео, где ты применяешь свой расхваленный энерджайзер, энергетический стимулятор. Это сукцинат аммония, так называется это средство, либо аммонийная соль янтарной кислоты, которая получается вследствие смешения в воде вот этих вот двух препаратов, нашатырного спирта и янтарной кислоты. У нас есть отдельный плейлист на канале, который называется «Энергетический стимулятор». Отдельный плейлист, ссылку на него в верхнем правом углу оставлю в этом видео. Там все подробно я рассказываю, как мы его готовим. Вообще копейки стоит, но эффект от его применения очень высокий. Не скажу, что 100%, но очень высокий. И вот это средство я уже не первый год применяю на орхидеях в качестве антистрессового такого стимулятора, в качестве энергетического пинка орхидеям после спячки, после периода покоя, после того, как пересадили, после того, как купили. В общем, тыкаю это средство куда во все орхидеям, во все их жизненные циклы. И вот эти орхидеи мы вместе с вами, значит, эту орхидею вместе с мамашей, сейчас и мамашу покажу, и еще орхидеи, которые мы с вами обрабатывали этим средством. И расскажу, почему я, собственно, рассказываю сегодня об этом. Вот, и эту орхидею при отсоединении мы обработали вот этим вот сукцинатом аммония и пересадили ее. Вот буквально, друзья, 1,5 месяца назад. Она была у нас с воздушными корнями. Воздушные корни мы упустили, помните видео, когда пересаживали, слишком длинные они выросли, пришлось нам ее упихивать вот сюда, вот в это кашпо. И мы размачивали средством этим сукцинатом аммонием целиком эту орхидею, опрыскивали, напитывали воздушные корни и орхидею с воздушными корнями целиком полностью посадили вот в эту посадочку. И вот, друзья, за 1,5 месяца от сантиметра цветоноса, посмотрите, вырос вот такой вот цветонос бабочки, Монтерей бабочки, детки. То есть вот я в своем сравнении, на своем фоне ее показываю, чтобы вам было видно. Линейки, к сожалению, под рукой нету, но сантиметров, наверное, 20, сантиметров 20 уже цветонос имеется у нас. И раз, два, три, четыре, 5 бутончиков у нас сформировались. И продолжает расти у нее корни, она при этом еще и растет. То есть она в полной вегетации. Видите, корешки растут, вот он, кончики зеленые, еще при этом цветонос растет и листики растут. То есть, что это за средство? Энергетический пинок, вот этот энергетический энерджайзер называем. Это, почему так называем? Это средство, значит, сам по себе сукцинат аммония, это средство, значит, вещество, которое
улучшает обмен веществ, то есть энергию дает орхидеи. Сам по себе фотосинтез, вы знаете, да, это цепочка реакций. Одна происходит из этой реакции, получается какое-то там вещество, которое вступает в реакцию в следующую, и вот такая круговая бесконечная цепочка реакций. И вот этот сукцинат аммоний, он на нескольких стадиях дает энергию вот этим самим реакциям, то есть ускоряет, улучшает, насыщает. И, знаете, это как, смазать старую петлю, да, у двери, когда туго открывается со скрипом, а мы маслом раз так смазали, и оно все раз заработало. Это как смазать старый двигатель или механизм. То есть вот что такое сукцинат аммония. Он дает такой толчок определенный вот, растениям. Он не только орхидеи. Меня спрашивают, можно ли других? Можно, нужно. Именно оттуда это средство пришло. От огородников, от цветоводов, которые на других цветах это средство применяли и применяют на дачах, в огородах. Мы вот просто взяли его, применили на орхидеях очень даже успешно. И вот у нас вот такая монтерейка. Собственно, вот она, мамаша. Мы ее тоже купали, полоскали в этом сукцинате аммония и пересаживали ее вот в этот вот, друзья, горшок. В новенький горшок. Посмотрите ее состояние. И тот самый старый цветонос, с которого мы и отсоединяли эту детку. Посмотрите, эту детка вот как раз на этом цветоносе была на кончике. Мы ее отрезали. Кусочек прям взяли, отрезали цветонос, кончик, на котором она росла, а цветонос сам оставили. И этот цветонос, друзья, он чуть-чуть отсох, но из ближайших двух почек эта мамаша у нас выдала, видите, цветоносы новые. Вот цветонос из почки и вот цветонос из почки. То есть мамка у нас, кстати, не скучает. Кстати, с Днем Матери вас, друзья. Всех, кто мамы, поздравляю вас с Днем Матери. Желаю всем вам здоровья и, самое главное, терпения. Ну, самое главное, здоровья и терпения, да. Те, кто мамы, те понимают, что такое терпение, да. Вот. У нас уже день пап прошел, да, был день пап, потом день сыновей был, вот сегодня у нас 27-е, день матери. Вот, так что и поздравьте своих мам тоже в том числе. Я вот сейчас видео закончу и позвоню своей маме, да, обязательно. Вот это мамаша орхидеечка. Это тоже бабочка, ну в смысле они обе бабочки. И обои эти орхидеи мы при пересадке, при процедурах применяли сукцинат аммония. Это видео я выложу не только в плейлист, который называется «Орхидеи Монтерей». Там судьба и вот этих орхидей Монтерей бабочек, и судьба вот этих двух Монтереев пилориков. Тоже Монтерей бабочка. Она уже у нас, по-моему, в прошлом году была посажена сюда. Вот в эту посадку. И у нее на цветоносе было на цветоносах три детки. Две из которых мы разыграли. Два пилорика. Вот, последнюю мы разыграли. Вторую мы разыграли. Одну в октябре разыграли. Вторую мы разыграли вчера. И вот третья, я оставил ее себе. На цветоносе. Здесь мы ее не снимали с цветоноса, то есть, срезали кусок цветоноса, и тоже она у нас купалась, в сукцинаты аммония. И вот такая вот она, друзья, красотка, прекрасно себя чувствует, все с ней прекрасно, все видео, значит, про эти орхидеи у нас имеются в плейлисте, который так и называется «Орхидеи Монтерей». И там все видео, как мы их обрабатываем, как мы их пшикаем нашим сукцинатом аммония. Вот эти вот детки прекрасно себя после отделения, значит, и скептикам назло, которые говорили, что орхидеи отсушат цветоносы после отсоединения. Но вот вы видите, они не то что отсушили, они их еще продолжили наращивать и готовятся вот к цветению бутончиками. То есть следующее видео мы уже увидим их цветущими, и вы увидите, как выглядит Монтерей бабочка вот эта вот в цветении, и как выглядит орхидея Монтерей пилорик.
они обе будут в коллекции. Вот такое сегодня видео. Хотел я полить их сегодня, но смотрю, что еще рано. Точнее, обработать их, простимулировать еще. Точнее, не простимулировать, а хотел полить с калийным удобрением. Бутоны только начали формироваться. Последний раз можно калийным удобрением для пышного и долгосочного, вот так, не срочного, а долгосочного цветения обработать калийным нашим удобрением. Но посмотрел, что поливать еще рано. Хотя поливал 2 недели назад. В общем, вот такое сегодня видео. Всем, друзья, хорошего настроения. Всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока.